Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Быль. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать: «Старая я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай опять на службу». Жилин и раздумался. И в самом деле, плоха уж старуха стала. Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Обоз шел тихо. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит: «Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара». И поехали они вперед по дороге. Кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье. Жилин говорит: «Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочит из-за горы и не увидишь». Только выскакал. Глядь, а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, человек 30. Он увидал, стал назад поворачивать и кричит Костылину: «Вынимай ружье!» А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидал татар, закатился, что есть духу, к крепости. Жилин видит, дело плохо, ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам, думал уйти. Выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Схватили его татары. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Приехали в аул. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилин, развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай. Толкнули его туда и заперли дверь. Почти всю эту ночь не спал Жилин. В горле пересохло. Думает, хоть бы пришли проведать. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Жилин губами и руками показал, чтобы пить ему дали. Черный понял, засмеялся. Выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13. Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла. Принесла кувшинчик жестяной. Подала воду. Ушли татары. Погодя немного, приходит к Жилину нагаец и говорит: «Айда, хозяин, айда!» Понял Жилин, что велит идти куда-то. Пришел Жилин в дом. Сидят татары. Черный, красный и 3 гостей. Один из гостей стал говорить по-русски. «Тебя, — говорит, — взял Кази Мугамед», сам показывает на красного татарина, «и отдал тебя Абдул-Мурату», показывает на черноватого. «Абдул-Мурат теперь твой хозяин», переводчик говорит, «он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали, 3000 монет». «Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу». «Сколько же ты дашь?» 500 рублей. Поговорили татары, послали куда-то работника. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то. Так и ахнул Жилин. Узнал Костылина, и его поймали. Привел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят. «Товарищ твой смирный, он написал письмо домой, 5000 монет пришлют». Жилин говорит: «Я как сказал, так и будет. Хотите — убивайте, пользы вам не будет. А больше 500 рублей не напишу». Написал Жилин письмо. А на письме не так написал, чтобы не дошло. Сам думает: я уйду. Отвели Жилина с Костылиным в сарай. Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Костыльный ждал присылки денег и скучал. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал. Где, думает, матери столько денег взять, за меня заплатить? А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. А Жилин на всякое рукоделие мастер был. Слепил он раз куклу и поставил куклу на крышу. Хозяйская дочь
Динка увидала куклу, позвала татарок. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай. Наутро смотрит на зорьки. Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила. Села и смотрит на него. Сама смеется. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. Прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. Поставил колесо на ручей, колесо вертится, а куколки прыгают. Были у Абдулы часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит, ну, давай, починю. Взял, разобрал ножичком, разложил, опять сладил, отдал. Идут часы. Обрадовался хозяин. Прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать. Кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется, либо обругает. Был еще у них старик, а лицо сморщенное и красное, нос крючком, а глаза серые. Злые, как увидит Жилина, так захрапит и отвернется. Пошел раз Жилин под гору, посмотреть, где живет старик. Подошел он ближе и загремел колодкой. Старик оглянулся, как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться. Пришел старик к хозяину жаловаться. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик. Хозяин говорит: «О, это большой человек. Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. Он велит тебя убить». «Да мне нельзя убить, я за тебя деньги заплатил». «Да я тебя, Иван, полюбил». Прожил так Жилин месяц. А как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Только бы, думает, мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Вот он выбрал время, как хозяин уехал, пошел после обеда за аул на гору. Хотел оттуда место посмотреть. Ну, думает Жилин, теперь место знаю. Надо бежать. К вечеру вернулись татары, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. 3 дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На 4-й день видит Жилин, в обед куда-то собираются. Ну, думает Жилин, нынче бежать надо. И говорит Костылину: «Что ж ты будешь сидеть? Татары теперь злые за то, что ихнего русские убили. Поговаривают, нас убить хотят». Подумал Костылин: «Ну, пойдем». Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы Костылину пролезть, и сидят они, ждут, чтобы затихло в ауле. Посидели они за углом, долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. Прошли через двор под круч к реке, перешли речку, пошли лощиной. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоптались. Жилин снял свои, бросил и пошел босиком. Стал Костылин отставать. «Тише, — говорит, — иди, сапоги проклятые, все ноги стерли». «Да ты сними, легче будет». Пошел Костылин босиком, еще того хуже. Изрезал все ноги по камням, и все отстает. Жилин ему говорит: «Ноги обдерешь, заживут, а догонят — убьют, хуже». Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит: «Как хочешь, а я не дойду, у меня ноги не идут». Рассердился Жилин, плюнул, обругал его. «Так я же один уйду, прощай». Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты 4, вдруг слышат, впереди топает лошадь. Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Проехал татарин. Стал Костылин вставать и упал. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин: «Ой, больно!» Жилин так и обмер.
что кричишь, ведь татарин близко услышит!» А сам думает, бросить товарища не годится. Посадил на себя Костылина, вышел на дорогу. Тяжело Жилину, ноги тоже в крови, и уморился. Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил, не попал, и поскакал прочь по дороге. Слышит голоса татарские. Потом зауськали, как собак притравливают. Слышит, трещит что-то по кустам. Прямо к ним собака, чужая чья-то. Лезут и татары, тоже чужие. Схватили их, повязали, посадили на лошадей, повезли назад в аул. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин 5. И спустили их в эту яму. Житье им стало совсем дурное. И Жилин приуныл. Видит, дело плохо. Жилин и думает, не поможет ли Дина? Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает, как придет Дина, брошу ей. Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин, собрались татары у мечети. Спорят, кричат и поминают про русских. То русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать. Поговорили и ушли. Вдруг слышит, зашуршало что-то наверху. Видит, Дина, Иван, тебя убить хотят. Кто убить хочет? Отец. Ему старики велят. А мне тебя жалко. Жилина говорит, а коль тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси. Затихло все. Стал уже Жилин дремать. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху. Шест длинный в тот край ямы тыкается. Жилин и говорит, ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз. Костылин и слушать не хочет. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил? Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался, колодка мешала. Выбрался кое-как наверх, Жилин под гору пошел. Слез под круч, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьет. За горой зарево красное загорелось. Месяц встает. Ну, думает, до месяца надо до лесу добраться. Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, да надо идти. «Прощай, — говорит Динушка, — век тебя помнить буду». И погладил ее по голове. Как заплачет Дина, побежала на гору, как козочка прыгает. Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал. Пошел по дороге, ногу волочит, дошел до лесу, никто не попался. Всю ночь шел. Видит, лес кончается. Вышел на край, совсем светло. Вгляделся, видит, ружья блестят. Казаки, солдаты. Глядь налево, на бугре стоят трое татар. Увидали его, пустились к нему. Замахал руками, закричал, что было духу своим: «Братцы! Выручай, братцы!» Услыхали наши, выскочили казаки верховые, пустились к нему наперерез татарам. Окружили его казаки, спрашивают, кто он, что за человек, откуда. Выбежали солдаты, обступили Жилина. Кто ему хлеба, кто каши, кто водки. Кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. Повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину. А Костылина только еще через месяц выкупили. За 5000. Еле живого привезли.